Всем привет! У меня 5 новых вкусных рецептов из лаваша без мяса. И несмотря на свою простоту, эта закуска из лаваша улетает так быстро, что я не успеваю готовить. Хрустящие рулетики из лаваша, ленивые хачапури из лаваша, лаваш с необычной начинкой и пицца-омлет. А последний рецепт – это закуска из лаваша, покорившая 2 миллиона зрителей ютуба. Самый простой и, наверное, самый вкусный рецепт из лаваша – это рулетики с картошкой. Репчатый лук мелко рубим. Мне потребуется стакан картофельного пюре с небольшим количеством масла и молока. Прекрасно, если у вас осталось картофельное пюре от обеда, и вы можете его использовать. В картофельное пюре добавляем яйцо, тертый сыр и мелко нарубленный лук. Также я добавила зелень петрушки и базилика, которую выращиваю у себя на балконе летом. Как вырастить базилик на балконе, ссылочку на него оставлю под видео. И добавила половину чайной ложки розмарина. Вот уж никогда бы не подумала, что это будет так вкусно. Мне попался сегодня в магазине один огромный лаваш, а мне нужны 2 листа, поэтому я его разрезаю пополам. Выкладываю половину начинки на край лаваша, размазывая его полосой, а остальной лаваш смазываю майонезом. Накрываю вторым листом лаваша и повторяю то же самое. Скручиваю лаваш, разрезаю его на 6 или 8 частей, смотря какой длины лаваш. Смазываю форму растительным маслом и выкладываю сюда рулетики из лаваша. А теперь смазываю сметаной рулетики из лаваша. Накрываю форму фольгой и ставлю в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Вынимаю из духовки. Еще раз смазываю сметаной. И посыпаю кунжутом. И снова ставлю в духовку еще на 10 минут, уже без фольги. Можно оставить рулетики в выключенной духовке еще на 5 минут, и они получатся еще более хрустящими. И вот она вкуснота, разлетается быстрее чебуреков. А вот эти рулетики хороши кофе, хрустящие, нежные и очень сытные. Просто смак. На завтрак самое то. Нарезала зеленый лук, потерла на крупной терке отварные яйца. И также на крупной терке потерла адыгейский сыр. Начинка готова. В этот раз лаваш какой-то неудачный, полукруглый. Придется его обрезать. Смазала лаваш растопленным сливочным маслом. Но тут без разницы, можно смазать и майонезом. Выложила начинку и завернула рулетом. Рулет нарезаем на 6 частей. И выкладываем в форму, смазанную сливочным маслом. А теперь смазываю сметаной рулетики из лаваша. Закрываем форму фольгой и отправляем в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Достаем из духовки, снимаем фольгу. Еще раз смазываю сметаной.
Теперь посыпаем сыром моцарелла, натертым на мелкой терке. И его лучше немножко подморозить, тогда он будет прямо очень мелкий. И еще раз ставим в духовку на 10 минут без фольги. Ну какие нежные рулетики получились! Просто чудо! А в этом рецепте я решила поэкспериментировать и приготовить ленивые хачапури в лаваше по-аджарски. Потребуется 2 вида сыра – адыгейский и сулугуни. Адыгейский я уже натерла и сейчас натру сулугуни. Я взяла поровну одного и второго сыра, но некоторые любят адыгейского брать больше, чем сулугуни. Тут уже на любителя. И теперь из лаваша нужно вырезать прямоугольники. Остаются опять остатки от лаваша, и в конце видео покажу, что я с ними сделала. На середину прямоугольника выкладываем небольшое количество сыра и сворачиваем. Теперь сворачиваем рулетом. Шов должен остаться снизу. Теперь ножницами прорезаем лаваш, но не до самого дна. Форму я смазала сливочным маслом. Сюда же выложила будущее хачапури. Теперь наполняем хачапури с сыром. Конечно, ленивому хачапури далеко до настоящего хачапури, но иногда так хочется по-быстрому приготовить что-то вкусное. Теперь смазываю сметаной. Накрываем фольгой и отправляем в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Теперь достаю из духовки и ложкой раздвигаю немножко сыр аккуратно, чтобы туда поместилось яйцо. И выливаю в каждое углубление по яйцу. И немного желток присолила. Теперь снова отправляю в духовку примерно на 8 минут. Белок должен запечься, а желток должен остаться жидким внутри. Если вы хотите, вы можете добавлять только желток, как делают в классическом хачапури. Тогда достаточно минуты 2 для запекания желтка. Горячий хачапури смазала сливочным маслом. Ну как же это вкусно в горячем виде! И тоже здорово подойдет к кофе. Следующую начинку я подсмотрела у одного блогера на ютубе и решила приготовить. И во время приготовления поняла, что тут есть некоторые тонкости. Репчатый лук мелко-мелко рубим. Мелко порубила зелень. У меня немного укропа, базилика и петрушки. Помидор нарезаем кубиками. Добавляем сюда же начинку. Добавляем сюда творог. Творог должен быть не кислый, это обязательно. И добавила чайную ложку копченой паприки. Добавила сюда белок яйца. И теперь можно все перемешать. И еще небольшой зубчик чеснока. И теперь делаем конверт из лаваша. Выкладываем начинку и заворачиваем. В оставшийся желток добавляю чайную ложку крахмала и стакан молока. Все перемешиваю. А теперь обмакиваем сюда конверт из лаваша и обжариваем на сковороде под крышкой. И вот они, вкусные, сочные, ароматные конверты из лаваша. Сытная закуска. И, если честно, я была удивлена, что эти конверты из лаваша разлетелись так быстро. А теперь что сделать из обрезков лаваша? Скопилось очень много. И часть я нарезаю мелкими полосками для омлета пиццы, а остальную часть просто складываю в целлофановый пакет и складываю в морозилку. Нарезала кубиками болгарский перец.
а помидор нарезала кольцами. Взбила 3 яйца. Один желток у меня растекся. Добавила стакан молока. И сюда же добавила обрезки лаваша. И пусть теперь эта смесь постоит минут 20. На смазанную растительным маслом сковороду выливаю подготовленную смесь. И накрываю крышкой на 5 минут. Затем выкладываю болгарский перец, помидоры, немного соли, и я добавила приправы для мяса. Посыпала тертым сыром и снова накрыла крышкой. Пицца-омлет получилась очень нежная, и просто так на тарелку ее не переложить. Придется накрыть крышкой, перевернуть и потом переложить в тарелку. Вот эта быстрая закуска готова. Пицца-омлет у вас на столе. А теперь тот рецепт, который посмотрели 2 миллиона зрителей на ютубе. Лаваш с сыром и зеленым луком. Так вкусно, что и мяса не нужно. Взяем зеленый лук и смешиваем его с тертым сыром. Сыр может быть любой. Вот и вся начинка. Для обмакивания я смешала яйцо, 50 грамм воды и немного посолила. Теперь выкладываем начинку и заворачиваем конвертик. И затем обмакиваем в яйце с водой. Можно даже не просто обмакнуть, а дать лавашу немного полежать, минутки 2. Тогда лаваш пропитывается яйцом и получается очень сочный и воздушный. И жарю на сковороде с растительным маслом под крышкой. В конце жарки крышку снимаю. Вот 2 уже готовы. Вот видите, как воздушный. Это полежало в яйце. Это очень простой рецепт, быстрый и вкусный даже без мяса.